Добрый день, мои любимые. Меня зовут Луна. Рада вас приветствовать на своем канале Таро и Леди. Сегодня мы сделаем такое онлайн-гадание, расклад карт Таро вот на такую тему. У какого мужчины вы не выходите из головы? Все его мысли о вас. Вот такой расклад Таро. Вы не должны загадывать какого-то мужчину определенно. Вы должны во время гадания, пока я раскладываю карты, полностью сосредоточиться на себе любимой, да, чтобы я могла прочувствовать и читать информацию. Для начала сделаем сигнификацию, какая вы, что у вас в жизни на сейчас. Так, смотрим. Какая вы? Ох уж эта Белоснежка. Съела яблочко. И гномики бегают вокруг нее, сами поклонники. А она вот так вот решила, что уже все. Никого не вижу, никого не слышу, сплю. Хорошо. Еще расскажите мне, этой девушке. Да, вот кажется вам, что вы вот в кроватке, что у вас все хорошо. И как-то не замечаете, что кроватка, она не по размеру вам. Да? Не так вам хорошо, как кажется в этой жизни. Да, любят вас почему-то выставлять вечной жертвой. И прям вот проходящие люди могут просто, проходящие совсем на улице, конечно, хотя, наверное, судя по карте, и такое бывает. Ваши знакомые почему-то считают, что могут вас сделать вот таким вот козликом для битья. То есть вот проходя мимо, могут вас кольнуть, подшутить над вами, зло и больно. Ну вот распяли вас и издеваются. Ой. Видите, вы достаточно двойственная натура. Во-первых, это может говорить, что по знаку зодиака вы близнецы. А может и говорить буквально. То есть у вас сочетаются два человека совершенно противоположных. Или, возможно, вы для людей одна, веселая там, или наоборот серьезная, да. А по жизни вы совершенно другая. То, что творится у вас в душе, вы совершенно не показываете всему окружению, которое вас окружает. То есть, нет людей, которые заслуживают, чтобы вы открыли себя настоящую. Вы считаете, что им это не надо. В принципе, вы правы. Людям не надо то, что у нас плохо. Сейчас жестокий мир, который любит успешных, веселых, вечно счастливых. Да, и балансируйте, видите, между этим. Балансируйте по жизни и можете ворваться в любой момент. Так, давайте посмотрим еще этой колодой. Какая вы? Что у вас в жизни сейчас? Буквально 3 карты. Какая вы? Давайте разбираться. Вы любите разговаривать. Или это может быть даже профессиональная ваша сфера. Вы очень красиво говорите. Люди вас слушают. Вот разговоры, может это и написание текстов, может даже книг. Это ваш конек. Да. Потому что это все из прошлого. Много прожито, много пережито, через много прошли, и это все рассеивается. Потому так просто говорить, потому что легко просто давать советы, потому что уже было многое.
Вот очень многое уже было, уже проходили. Но вы, кстати, тот человек, который вот из расклада показывает, именно тот человек, знаете, есть, говорят, человек, который все время наступает на одни и те же грабли. Вы не этот человек. Не то, чтобы, конечно, там сразу со второго раза уже не на те грабли наступили, но вы очень взвешиваете, очень обдумываете. И контролируете, кстати, свой язык. Ну и видите, вы там, сидя в небесах, спускаете свою косичку, как та Рапунцель, и хотите на нее поймать мужчину. Это желание у вас есть. Вот такая сегодня у нас леди. Так, давайте дальше. Разобрались, что. Давайте разбираться теперь с мужчиной. Если мужчина, который думает о вас, какой он, ну и кто меня знает, смотрит, мы также посмотрим все препятствия, которые стоят на пути ваших отношений, и обратимся к высшим силам, к ангелам-хранителям, к силам вашего рода, чтобы убрать эти препятствия в конце расклада, чтобы сократить эту встречу во времени, если это по судьбе, или просто убрать какие-то препятствия, которые покажут, может, у вас. Если мужчина, который думает о вас, какой он? Думает, но пока почему-то думает о вас плохо. Вот странно, да? Есть мужчина, который думает о вас, но мысли о вас, они нехорошие. Точнее так, что вы нехорошая. И что? Что вы очень воинственная, что вы независимая. Боится фактически вас. Может, о какой-то вашей трагедии знает, или боится того, что карта башни выпала, что не получится у него ничего. Да, вот видите, вы заборчик выстроили вокруг себя. Неприкасаемо. Нельзя. Я тут стою одна, одиноко. Сильная женщина. А мужчина хочет вас. Хочет, это карта не про физическое, а король кубков. Очень чувства к вам испытывает сильные. И движется к тому, чтобы как-то к вам, в вашу сторону. Но тоже, вот видите, вы выступаете воинственно, ему кажется, что ему нужно показывать не чувственную свою сторону, а тоже военную, как вы, да, воинственную. Вот плохие мысли он гонит тем, что он хочет к вам приблизиться и узнать вас сильнее. Потому что тянет его, он духовно чувствует, что вы его половинка. И чувствует с вами гармонию. Но мысли почему-то плохие о вас. Потому что вы воинственная. Видите, какую он выбрал стратегию? Он решил тоже показать себя таким же. Хотя на самом деле очень романтичный. Да, смотрит он на вас как-то издалека. Ну, как-то как вот подросток, или может эта карта говорит о том, что смотрит о вас в социальных сетях, если они у вас есть. Если нет, просто у знакомых расспрашивает. Наводит справки. Интересуется, как вы любите проводить время. Нравится ему это. Ищет общих знакомых. Ищет общих знакомых, чтобы протоптать дорожку к вам. Ну, хочет он вас, что тут сказать. Что тут сказать?
Туз жезлов выпадает. Ну, что тут сказать? Ну, вот хочет он вас. Вот прямо хочет. Да, вот готов через все пройти, просто хочет вас. Вот безумно хочет вас. Вот каждой клеточкой своей хочет. А вы даже не думаете о нем. У вас какие-то свои проблемы, вон он. Вдалеке от него держитесь. Да, вообще он там какую-то медитацию. Вот видите, вот лежите вы тут, медитируете или что вы там, не знаю, плачете или думаете. А ключик есть от дверки. Он, видите, лежит в уголочке, а вы от него отвернулись. Открыть надо. Хорошо, покажите мне карты Таро, какой он, чтобы мы могли его узнать. Давайте. Опишите мне его. То, что он... Король. Туз. Ну, он активный. Очень активный. Хорошо, активных много. Деньги у него пока не так много, да, он или на обучении каком-то, или движется только в начале карьеры, но движется, работает над этим. А где мы его встретим? Опять мысли ваши. Очень интересно, вы где-то его встретите, будете находиться в таком состоянии интересном, веселом, и в то же время, ну, что-то будет связано с деньгами, то есть вы или будете за что-то расплачиваться, вам не сильно захочется покидать, прощаться с этими деньгами, или какой-то вопрос у вас с ним общий возникнет насчет денег. Так, а покажи мне его, ну вот, профессию, чтобы мы могли узнать его. Давайте этой колодой пробуем. Угу. Интересная у него какая-то профессия, связана с разговорами. Он как бы ведет за собой людей. Да, то есть он, ну, как не на сцене, как на совещании, как, может, на каком-то там выступлении. То есть он говорит, люди его слушают, даже восхищаются им, он строит им какие-то планы. А остальной промежуток времени он находится в подвешенном состоянии и опять готовится к этим выступлениям. Сильная у него позиция по работе. Хотя карты показывают, что он может даже, ну, он может даже не каждый день ходить на работу. Ему надо куда-то быстро съездить, что-то сделать и вернуться. А остальное время он как бы отдыхает. Еще карты странно показывают, что он может, ну, как бы не то что наказывать, да, он может влиять на определенных людей. То есть его оценка очень важна. Как он скажет про этого человека, так и будут думать. Ну, женщины, конечно, вокруг него вьются. Хочет он построить и семью. Ну, пользуется он успехом у женщин. Привлекательный, видимо, такой перспективный мужчина. Давайте посмотрим, какие его действия будут по отношению к вам. Вот. Мысли, действия по отношению к вам. Давайте буквально 3 карты и будем убирать препятствия.
мысли, действия в отношении к вам. 50/50 он еще сомневается. Ну вот очень интересно. Он будет как бы закидывать удочку. И уже от вас зависит, примете вы ее или нет. То есть он не из тех людей, которые будет там, я не знаю, присылать прямые посылы о том, что он хочет вас, хочет с вами строить отношения. Ну, такой мужчина, видите, немножко уверенный в себе, скажем так, самовлюбленный, наверное, немножко не так. То есть он будет делать какие-то действия, а вам уже принимать решения. То есть надо не пропустить эти действия. То есть среагировать. Он не готов из-за того, что вы в военной позиции, вечно вас ждать. Хорошо, но среагируем. Какие перспективы этих отношений? Покажите мне. Хиромант. Что по судьбе отношения. Отношения по судьбе. Вот, поймайте. Так, хорошо. Давайте уберем препятствия из этого расклада. Давайте сделаем так, чтобы он не думал о вас плохо или плохие мысли были. Уберем вашу воинственность в его голове. Да, уберем прошлую башню, мы же все сейчас уберем. Уберем тот забор, который вы выстроили, оставим его вот такого, да. Оставим движение к вам, сделаем его веселым движением. Ну, пускай будет через других людей. И то, что он ведет себя как подросток, но видно, так он и забрасывает удочку, я не знаю, там. Ну, как подросток, я даже не представляю, ну, может, он просто будет лайкать или ваши фотографии в Инстаграм, да, или где-то там. То есть, ну, такой. Так, ну, естественно, оставим желание к вам, желание бороться за вас. Заберем вашего отшельника, апатию. Так, движение его, плохие мысли о вас заберем. Ну, пускай встреча так и будет. Давайте уберем 50/50. Пускай это состоится, пускай вы отреагируете. Но мне нужна карта мира для дальнейшего. Пускай он бросает, а мы разберемся. Так, девочки, самое интересное. Сейчас обратимся к силам рода, к высшим силам, к ангелам-хранителям, чтобы убрать все препятствия и сделать эту встречу. Тем более у нас судьбоносный мужчина, карты это сразу показали. Убрать все препятствия на пути, чтобы эта встреча прошла легче, чтобы вы его узнали, чтобы вы клюнули на его удочку, чтобы вы быстрее были вместе и счастливы. Так, вспоминаем своих родственников, которые уже не с вами, которых любите, ангелов-хранителей, высшие силы. Сейчас будем обращаться, чтобы убрать вот эти все препятствия, которые мы собрали из этого расклада. Давайте ищем карту «Мир» и Верховный суд. Потому что Верховный суд, он слеп, вы знаете. Если ему не показывать, что вы хотите, никак он это не увидит другим способом. Не говорите ему, а дальше он уже сам решает, помогать вам или нет. Это ли ваш по судьбе убрать эти препятствия, или вы их должны пройти. Но нужно попросить о том, чтобы их было меньше. Это очень действенно, поверьте. Тысячи людей уже об этом знают. Ну, вообще миллионы. Обращаемся к высшим силам, к силам рода,
к ангелам-хранителям. Пусть все хорошее беспрепятственно проявится в жизни у всех, кто смотрит это видео. Просим убрать все препятствия, которые показал расклад карт Таро. Просим, чтобы все мечты сбывались, чтобы жизнь стала счастливой, чтобы вы любили и были любимыми, чтобы всегда были деньги, чтобы их всегда хватало. Убираем препятствия по Верховному суду. Если это по судьбе, просим открыть новый путь. Да будет так. Не забывай, сейчас мы проверим, получилось ли у нас убрать препятствия из этого расклада. Пишите «Спасибо, да будет так» в комментариях, это обязательно. И мы проверим, если что, повторим. Пускай нам покажут после нашего обращения к высшим силам, насколько изменилась ситуация, что у нас происходит. Ну, не забываем лайкать, подписываться, если интересно, писать в комментариях, как проигралась в вашей жизни расклад, как вы встретили того мужчину. Ну, смотрите, карта обнуления в данном случае говорит о том, что препятствия, они все, которые возможно, по справедливости, ушли. То есть кому-то чуть-чуть путь будет дольше, кому-то ближе, но все, что можно, мы убрали. Буквально так говорит расклад. Так что еще раз спасибо, да будет так. Подписывайтесь, а то смешная ситуация. 90% смотрят мои видео без обязательств, так сказать. А хочется серьезных отношений в виде подписки. Так, счастья вам, девочки. Во благо, да будет так, ваша Луна.